Я ворвалась на ваш экран, чтобы провести для вас незабываемую экскурсию в мир актуальных интерьерных трендов. Но не для того, чтобы просто перечислить их вам, а вы поохали и сразу побежали скупать что-то из перечисленного. Нет, в этом ролике я попробую предсказать, насколько долго продержится тот или иной тренд. А через 3-4 года мы вместе с вами пересмотрим этот ролик и проверим, сбудется ли мое предсказание. Супертрендовая ткань букле с рыхлой структурой и такой узелковой поверхностью сейчас на пике популярности как в сфере фэшн, это такое воспоминание о костюмах Шанель, так и в интерьерной моде. Нам с вами предлагается обивать этой тканью мягкую мебель. Это, к слову, отличная ткань, которая добавляет выразительную текстуру в интерьер, особенно если там встречаются переплетения из нитей двух цветов. Она будет отлично смотреться на фоне моноцветного интерьера, хорошо сочетается с контрастной ей кожей, и она невероятно круто смотрится на фотографиях для Инстаграма. Но все-таки практично ее назвать довольно трудно. Она может легко зацепиться, а уж если испачкается, то ее будет довольно трудно вычищать. Чем светлее такая ткань, тем сложнее она в чистке. А в тренде именно светлая ткань, лучше даже белая или молочного оттенка, потому что из-за вот этих вот узелков образуются тени и гораздо лучше проявляется текстура. Поэтому в связи с проблемным уходом я бы не прогнозировала ей долгой жизни. Поразвлекаемся мы с ней годик-два и безжалостно расстанемся. В современных интерьерах очень много узлов и примыканий, которые заставляют страдать бедные души невинных дизайнеров. Например, примыкание объема мойки с тумбой и стеклянной стены душевой перегородки или перегородки для ванны. Примыкание полок к стенам или коробам другого размера. Это всегда какое-то такое тонкое чувство дисгармонии, и я надеюсь, что вы его сейчас ощущаете через картинки. Здесь всегда как будто бы что-то не то, это все чувствуют, но не каждый может это сформулировать. Сейчас в тренде прекрасное геометрическое решение этой задачки. Если нам в условную нишу нужно впихнуть какой-то геометрический объем, то мы впихиваем его туда не впятером и силой, а делаем небольшой отступ, даем немного свободного пространства, сантиметров 5-7, и тем самым убираем эту дисгармонию и говорим: мы специально здесь сделали эти полочки уже, чтобы убрать вопросы стыковки. Данной мне властью я нарекаю этот тренд долговечным. К тому же он хорош еще тем, что от него веет смелостью, достатком и аристократизмом. Ведь тот, кто живет с дефицитом мест хранения, обычно не имеет дерзости позволить себе таких роскошеств, добавить между какими-то большими объемами немножко воздуха. Циркульные формы, проемы с мягким скруглением, округлая мебель и такие неконфликтные углы, как будто бы гладкие камни, отесанные рекой. Я думаю, что вот так, из переосмыслений былого и с примесью некого японского дружелюбного флера, постепенно формируется новый стиль, который позднее будет приписываться текущему десятилетию. А стиль — это, как вы знаете, не локтями щи хлебать. Стиль вечен. Вы это знаете и из фэшн-индустрии в том числе. И если вы подберете, например, себе одежду с учетом пропорций собственного тела, с правильным сочетанием цветов и фактур, то выглядеть вы будете потрясающе и в одежде 60-х, и в трендах 30-х годов. Также и в интерьере, если вы делаете что-то уместное пространству, правильно сочетайте цвета, фактуры, текстуры и не поддаетесь желанию, чтобы все красивенькое на свете собрать в одном месте, а сохраняете стабильную концепцию по всем закуткам интерьера, то ваш интерьер будет актуальным долгие годы. Разобраться в цветах, в сочетаниях, в стилях и визуальных приемах так, чтобы создать гармоничный и целостный интерьер вне времени и трендов, можно на моем курсе по профессиональной стилизации интерьера, ссылка на который будет в описании к этому видео. Однако любые закругления всегда сложны в строительстве и в производстве, поэтому пока что квадраты, прямоугольники и прямые углы все равно будут доминировать.
Вертикальные линии сами по себе никуда не исчезнут из интерьеров, но именно в виде деревянных реек очень скоро начнут уходить из нашей жизни. Рейки сами по себе не являются каким-то потрясающим украшением. Это простейший элемент, задающий вертикаль и ритм. Рейки могут прерывать монотонность пустой стены или выделять какую-то зону, но если рейк чрезмерно много, то они сами станут скучными, монотонными и утомительными. А у деревянных брусков, которые сейчас используются в качестве декора, есть большой недостаток. Они объемные, а вот примыкание с полом, с потолком очень часто проходит с проблемами. Они не дружат с плинтусами и карнизами, не дружат с выключателями и розетками. Поэтому для них очень часто приходится выдумывать какие-то сложные узлы и соединения. Когда вы будете их выдумывать, не забудьте подумать, а стоит ли игра свеч? Действительно ли они такие красивые, приятные на прикосновение и будут долго радовать вас? Если вы поставите рейки за диваном, сможете ли вы смело и с удовольствием откинуть голову назад на эту стену? А сможете ли вы их также любить, если тренд на деревянные рейки пройдет? А я верю, что он скоро пройдет. В тренде дзен-интерьеры, вдохновленные Востоком, Японией. Это спокойствие, тишина и медитация, красота в пустоте и в тишине. В защиту этого тренда я могу подвести и так актуальную в наше время теорию про информационную перегруженность и чрезмерное потребление. Могу рассказать о дефиците мест хранения и борьбе с вещизмом. Могу рассказать о фокусировке на главном. Тут можно много чего сказать. Все знают, что мир сходит с ума, и интерьеры изо всех сил пытаются спасти взъерошенных от страхов людей, которые переполнены тревогами от социальных сетей и бешеным ритмом жизни. Если бы дзен торговался на бирже, я бы приобрела его акции. В тренде широкие деревянные горизонтальные жалюзи. Можно с тесьмой, можно без, главное горизонтальные. На наших территориях это ново для взгляда, а вот для американского и европейского взгляда это решение более чем автоматическое. Но у горизонтальных жалюзи есть большой минус – это пыль. И если на Западе они к этому как будто бы привыкшие и знают, как с этим жить, и ковролины у них чаще встретишь, и жалюзи горизонтальные я вижу почти в каждом доме и в каждом фильме, то в странах СНГ люди настроены особенно воинственно. Плюс влияет такой фактор, как насмотренность и стереотипы. И несмотря на то, что деревянные жалюзи можно сделать очень уютными в жилом интерьере, для многих наших соотечественников они могут ассоциироваться с офисом. Поэтому я ставлю на то, что горизонтальные жалюзи уйдут из дизайн-проектов и из ваших инстаграмов через пару лет. Тренд на минимизацию технических деталей, на очищение линий, на тонкую грань, на минимализм во всех его проявлениях. И это с нами надолго. Это то, что в эротических снах видится и инженерам, и дизайнерам одновременно. Это то, куда сейчас двигаются многие производители, задумываясь, как будут выглядеть их решения в интерьере. Это то, что мебельные компании и считают конкурентным преимуществом. Тонкие петли, уменьшение размеров всяких ручек, мебельной фурнитуры, креплений, аккуратное отношение к стыкам и к примыканиям позволит корпусной мебели и вашему интерьеру выглядеть актуальной гораздо дольше. Диваны с передвижными, переносными спинками родились из рассуждений о жизни в Японии. Там очень часто вместо диванов использовались такие сдвигаемые подушки, а сидели люди прямо на полу. Ну, не совсем на полу, там чаще всего татами или другие специальные маты, но тем не менее. Европейцы посмотрели на это, взяли эту идею и адаптировали на свой лад. Поскольку в Европе на полу не сидят и не спят, они сделали широкое лежбище, на котором разместили такие тяжеленные подушки. И в случае изменения обстановки эти подушки можно перетаскивать. Сейчас очень многие европейские производители диванов выпускают диваны вот с такими вот перемещаемыми подушками-спинками. Для мебельных производств эта модульность оказалась прекрасной экономией средств, а для покупателя – свободой для перемещения по лежбищу с подушкой-спинкой так, как вздумается именно сегодня. Я думаю, что этот новый взгляд на диваны с нами надолго.
Ну и, конечно, самые краткосрочные тренды – это тренды на цвета. Никогда не принимайте решения о цветах в интерьере, исходя из трендов. Он меняется каждый год просто для создания инфоповода. Вот задумайтесь, если вы художник, вы же не будете весь год писать картину цветом марсала, а в следующем роз-кварц, а еще через год в гринери. А кто будет, тот, вероятно, не художник, не слышит себя и не знает, чего хочет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и звоните в колокольчики и бубенчики, чтобы быть в курсе новых видео. Всем дизайн!